Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как выполнить вот такие белые серьги с голубыми бусинами в технике фриволите иглой. Список всех необходимых материалов, а также ссылка на схему находится в описании под видео. Выполняем первое кольцо. 8 узлов, пико 8 узлов. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка в правом верхнем углу или в описании под видео. Закрываем кольцо, но не выполняем фиксирующий узелок. Теперь выполним центральное кольцо. Набираем 3 узла. Теперь нам нужно добавить 3 бисеринки на рабочую нить. Для этого можно использовать крючок или проволоку. Я использую проволочку от нити вдевателя. Образовавшуюся петельку фиксируем булавочкой. Передвигаем набор к набранным узлам и набираем еще 3 узла. Затем добавляем таким же образом одну бисеринку. Сейчас я покажу, как это сделать крючком. Снова набираем 3 узла, добавляем 3 бисеринки и делаем еще 3 узла. Первая половина центрального кольца готова. Теперь симметрично нам нужно набрать точно такие же узлы для второй половины. Для этого вытягиваем нитку из иголки и разворачиваем иголку ушком влево. Теперь хвостиком мы будем набирать узлы. Так как это обратная сторона нашей работы, то мы сначала выполняем вторую половину узла фриволите, а затем первую. Нанизываем такое же количество бисеринок, как и с другой стороны. Разворачиваем иголку ушком вправо и заправляем нитку. Закрываем кольцо, не делая фиксирующего узелка.
Теперь давайте добавим центральную бусину. Нанизываем ее на иголку, а затем проходим иголкой между узлами центрального кольца у основания. Затем снова проходим через бусину и выводим иголку таким образом, чтобы рабочая и ведущая нить снова были рядом. Выполним еще одно комбинированное кольцо. Набираем 8 узлов. Затем разворачиваем работу и набираем хвостиком еще 8 узлов. Закрываем кольцо и в этот раз переворачиваем работу и выполняем фиксирующий узелок. Теперь выполним дугу из 8 узлов. Снимаем первую булавочку и используем петельку возле бисеринки, как обычное пико. Проходим через него иголкой и делаем фиксирующий узелок. Выполняем еще одну дугу из 8 узлов. В этот раз переворачиваем работу и делаем фиксирующий узелок.
Теперь нам нужно выполнить маленькое кольцо и присоединить его к петельке возле следующей бисеринки. Набираем 4 узла. Присоединяемся к петельке и набираем оставшиеся 4 узла. Закрываем кольцо, переворачиваем работу и выполняем фиксирующий узелок. Теперь выполним дугу из 8 узлов и присоединим ее к следующему набору бисеринок. Следующую дугу из 8 узлов присоединяем к пико самого первого кольца. Далее выполняем симметричные элементы с другой стороны. Последнюю дугу присоединяем к основанию комбинированного кольца. Выполняем последнее кольцо из 8 узлов. Закрываем кольцо и проходим иголкой через основание первой дуги. Отрезаем нитки и выполняем 2 узелка. Теперь нужно спрятать концы и отрезать лишние ниточки. Если вы еще не знаете, как это сделать, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Присоединяем швензу.
Вот и все, наши серьги готовы. Надеюсь, вам понравилось. Если да, и вы хотите увидеть больше видео на моем канале, не забывайте ставить лайки.